Привет, я Ира и добро пожаловать в Логово интроверта. И сегодня я начну рассказывать про вот эту вот серию марок. Марки, о которых вы давно просили, и замки, о которых я давно обещала рассказать. Первой на очереди у нас самая первая марка этой серии. Это вот такая марка с замком Ангела. Построен этот замечательный дворец на самой заре христианства в 139 году. Строительство замка для династии императора Адриана проходило 4 года. И на следующие 300 лет стало усыпальницей для династии Адриана и главным замком этой династии. Пока на Рим и на Италию не напали вестготы в начале V века. Свое же название, с которым замок вошел в историю, замок Ангела, получила эта крепость в 590-м, когда в Риме, да и во всей Италии бушевала эпидемия чумы. Тогда, чтобы просить избавить Рим от этого страшного поветрия, Папа Римский Григорий Великий отправился крестным ходом по улицам Рима. И когда он подходил по мосту к этому замку, он увидел на месте, где раньше был мавзолей, усыпальница основателя этого замка Адриана, он увидел ангела, который убирал меч в ножны. Понтифик подумал, что это хороший знак, и что молитвы его и паствы услышаны. И правда, через небольшой промежуток времени чума покинула Рим, а затем и всю Италию. Благодарность за то, что страшная болезнь ушла из Рима, на месте, где когда-то Папа Римский увидел ангела, установили фигурку ангела, которую меч в ножны убирает. Кстати, ее мы можем видеть там и сейчас, но это уже далеко не та скульптура, которая появилась в начале VII века. Вообще-то всю историю ангелов на этом месте было 3. Первый вот в VII веке, который установили по распоряжению папы. Потом был мраморный ангел, который простоял не 100 лет, но в середине XVIII века в него ударила молния при урагане, и он раскололся пополам. Ангела решили не восстанавливать, а сделать из какого-то более прочного материала. Выбрали бронзу. Вот именно этот бронзовый ангел сейчас и венчает замок Ангела. Помимо вестготов и усыпальницы Адриана, там еще была резиденция Папы Римского с тайным ходом в соборы Ватикана, а также самая охраняемая, самая строгая тюрьма в Италии. В тюрьме замка Ангела держали людей, которые по своем были приговорены к смертной казни. Такие, например, как архитектор Аристотель Фиораванти, которого по доносу обвинили в том, что он подделывает деньги, то есть золотые итальянские монеты. Доказать вину архитекторы не смогли, но все-таки решили его лишить титулов, санов и, главное, возможности строить в Италии. А что делать архитектору, которому нельзя строить в собственной стране? Это, конечно, замечательно, что его отпустили, он остался в живых, но что же ему теперь делать? Как раз в это время он получает приглашение из Москвы от российского царя Ивана III и уезжает в Москву реализовывать свои проекты здесь. Первым проектом, первым строительством Аристотеля Фиораванти стал Успенский собор Московского Кремля. Также именно итальянский архитектор был автором идеи замены белокаменных кремлевских стен на красные каменные. И изменения их линии, изменения, увеличения территории внутренней Кремля. Эта идея была отсылкой к еще одному проекту Фиораванти, замку Сфорца в Италии. Но об этом дворце и о его архитектуре я расскажу, наверное, в следующий раз. Еще из интересных заключенных
подземелье замка Ангела можно вспомнить, например, ученых Галилео Галилея и Джордано Бруно. Их обвиняли в ереси и призывали отказаться от своих учений, либо смерть. Галилей так и сделал. Он признал, что он ошибался, и отрекся от всех своих слов. И спустя 2 недели после заключения в тюрьму замка Ангелов Галилео Галилея отпустили. Джордано Бруно же был верен своим убеждениям до последнего и был приговорен к смертной казни. В феврале 1600 года он был сожжен на костре за свои еретические взгляды. Но было в истории этой тюрьмы и удивительное спасение. Ювелир Челлини, который, к своему счастью, очень хорошо знал этот замок, попав в него по тоже ложному доносу, который, кстати, так и не доказали, обвиняли его в том, что во время реставрации тиары Папы Римского он заменил настоящие натуральные камни на поддельные, а натуральные то ли продал, то ли перепрятал, но, в общем, вину его так и не доказали. Но в отличие от Аристотеля, архитектора, его отпускать никто не собирался. Тогда Челлини решил действовать сам. Он нашел место, где он бы мог сбежать, заметил время, когда там никого из стражи нет, и осуществил свой побег. И это был единственный случай побега из охраняемой тюрьмы замка Ангелов. Сегодня же в этой крепости музей, а с верхней террасы главного замка открывается очень красивый вечный город Рим. Ну а на сегодня это все. Спасибо за внимание. С вами была я, Ира. И до новых встреч в логове интроверта.